Добрый вечер, дорогие зрители моего канала. Сегодня пятница, 19:00, а значит, контент у индейца. Сегодня я вам представляю профессионального психолога Светлану Крылову. Света, привет. Привет. Светлана, позволь мне небольшое вступление, прежде чем мы перейдем к нашей основной беседе. Ребята, я вообще сам настороженно отношусь к психологам, объясню почему. Потому что меня пугает, что в принципе каждый человек без медицинского образования и определенных навыков может стать этим самым психологом. И зачастую я когда смотрю или читаю некоторых психологов и их советы, я ужасаюсь, потому что после такого доктора, после такого лечения и терапии, мне кажется, не то, что к психотерапевту потом надо, и к психиатру, может быть, понадобится. И с другой стороны, я не исключаю, что есть профессионалы, которые могут действительно помочь. И просто, мне кажется, сложно таких найти. А к психотерапевтам у меня нет никаких вопросов, потому что эти люди заканчивают профильное образование, проходят определенные тесты, эти люди могут выписывать лекарства, которые доступны, регулируются по рецептам. А психиатры совсем другое дело. Психиатры вообще, они с болезнями, с серьезными отклонениями работают. Я считаю, что главный помощник – это сам человек. То есть 80-90%, на мой взгляд, работы делает сам человек. А психолог всего лишь направляет, подсказывает, задает вопросы, рассказывает, возможно, какую-то информацию, которую человек может применить к своей ситуации. То есть он такую роль играет, такого медиатора направления, да, и Светлана там потом поправит меня или согласится со мной, я просто говорю свое мнение. Значит, почему я решил пригласить Светлану, именно профессионального психолога? Потому что я, наверное, за время ведения своего канала, это примерно плюс-минус 1,5-2 года, я сталкивался с тем, что кто-то у меня спрашивал, есть ли у меня психолог, к которому можно было обратиться, естественно, за плату, чтобы человек помог в этой ситуации. Знаю ли я кого-нибудь? Я не знал до этого момента, потому что моя терапия проходила, я рассказывал, может быть, да, у меня мама много лет наблюдается у психиатра. Да, то есть это совсем другая стадия. Но они так или иначе все-таки с этим знакомы. Да? Ну, я пришел, поплакался о своей беде. Вот у меня семейные проблемы, я там из культа выхожу. Он говорит, ну что? Я говорю, я забухал там, да. И он говорит, ну, бывает, что это нормальная реакция мужская, в синюю яму упасть. Давай, говорит, завязывай, решай проблемы. По поводу культа, говорит, убирай просто из сознания, раз ты уже все понял, что все это шляпа. На тебе там по рецепту лекарства выписал, пей, говорит, и иди, потом не забудь потом прокапаться. И все. Ну, потом еще пару раз я к нему обращался за советом, что-то это. Но не суть важно, что у меня не было терапии. Я, конечно, с одной стороны жалею, потому что вот хорошо было бы, если бы человек, который знает эту систему, имеет опыт образования и что-то как-то, может быть, мне подсказал бы. У меня, в принципе, и средства были, я мог бы оплатить. Но что было, то было. Поэтому я сегодня Светлану представляю на ваш суд. Ни в коем случае не подумайте, что я рекламирую ее услуги. Она мне не платила, и это абсолютно бесплатно. Делаю я это из соображений, во-первых, волонтерства, во-вторых, может кому-то это понадобится, и у вас есть возможность просто понаблюдать, послушать человека. И мы со Светланой договорились, что мы сегодня выбрали определенную тему. Она расскажет это как, ну, назвался груздем, полезаешь, что называется, в корзину. Да? То есть, если ты психолог, если что-то знаешь, ну, расскажи, дай демо-версию, разложи какую-то тему по полочкам. И чтобы человек посмотрел, подходит он для него, готов ли он обратиться к этому человеку. Тем более, это курсы профессионального психолога, не забываем, да, у Светланы есть свой прайс определенный, и это, естественно, не бесплатно. Поэтому я не рекламирую, я хочу, чтобы вы послушали,
человека. Я свою площадку предоставляю для Светланы тоже, в свою очередь, рассказать. И кто знает, может, она действительно кому-то изменит жизнь, кому-то поможет, кто-то посчитает нужным, что обратиться к ней за помощью. Ну, вот и все. Мое вступление. Светлана, я знаю, что у тебя профильное образование, ты училась непосредственно по нашей тематике. Давай для начала расскажи о своем образовании. Да, хорошо. Я в первую очередь хотела бы упомянуть, что я не только психолог, но и я сама была свидетелем его в течение 10 лет. А мы к этому дойдем, Светлана, к этому дойдем. Давай сначала начнем с образования. Вот, потому что все-таки, знаешь, а какое у тебя образование? В первую очередь спрашивают, потому что, ну, человек может вышку закончить, но он там заканчивал, я не знаю, там, параллельную какую-то науку, там, педагогику, да, но у него вуз есть, да, хотя, понятно, вуз в любом случае человека делает разносторонним и расширяет его сознание, но все-таки хотелось бы профильного образования. Да, абсолютно. Да, профильное образование. Я заканчивала магистратуру в направлении консультативной психологии в Высшей школе экономики в Москве. Вот, и как раз, да, мое исследование было, магистерское исследование было направлено на то, как помочь бывшим членам различных культов как раз прийти к жизни и реабилитироваться. Вот. Да, ну также я заканчивала разные другие курсы уже после этого. Это, ну, курсы, да, по гештальт-психологии, некоторые дальше по гипнотерапии и другие разные подходы, чтобы помочь человеку не только с какого-то одного подхода, но и с различных сторон, потому что не все подходы подходят к целому. Угу. А вот ты упомянула... хорошо, сколько ты училась в Высшей школе экономики там у тебя? Да, в итоге, получается, я там училась 3 года, то есть базовое образование у меня лингвистика. Да, я училась по лингвистике, я закончила магистратуру по лингвистике, где я также изучала секты, то, как люди относятся к секте. И потом у меня было год переподготовки на психолога, и, получается, 2 года в магистратуре я училась непосредственно по профильному образованию. Угу. А вот ты упомянула как раз, что ты была в секте свидетелей Иеговы. Это ты училась и уже была, или как у тебя это произошло? Или ты была свидетелем Иеговы и потом решила учиться? Как вот происходило? Нет, сначала я была свидетелем Иеговы. Получается, я стала возвещателем, когда мне было где-то 10 лет, ну, совсем, да, еще ребенком была. Вот, крестилась, когда мне было 12. И так ушла как раз, когда начала уже, пошла в университет, у меня начались какие-то вопросы, я стала задавать их в собрании, и мне говорили, так, если ты будешь продолжать задавать такие вопросы, то мы с тобой больше не будем общаться. И мне так было, постойте, что? И вот тогда уже я решила как раз уйти. Оставить, да? Ну, вот как раз подтверждается их теория, почему они боятся высшего образования. Человек расширяет сознание, у него возникают вопросы волей-неволей. То есть, получается, ты с детства. А скажи, где ты крестилась и вот, ну, где служила там, как? Да, сама я родом из Латвии, из Риги. Вот, собственно, там же я и крестилась, и служила пособным пионером. Да, также, ну, у меня вот сестра в собрании была, тоже вместе старшая. Вот, то есть я помню, как, ну, была свидетелем того, как, ну, когда человека, родственника лишают общения, как с ним взаимодействовать и так далее, живя вместе. Вот, и потом, когда ее восстановили, как это все было, ну и вот. В итоге сестра ушла или так и осталась в собрании? В итоге она ушла примерно вместе со мной, да, то есть она тоже как-то мне позвонила и думает, и сказала так: Свет, а что ты думаешь насчет того, что это секта? Я так, я тоже об этом как раз сейчас думаю. И прям очень хорошо так совпало. Да. То есть она в какой-то момент исключенной была, и ты, получается, ее прям игнорила. Да, это было довольно болезненно, да, то есть мы жили вместе в одной, на постсоветском пространстве, в одном очень такой маленькой жилплощади, и мне вот нельзя было говорить на определенные темы, только на бытовые темы, и это было очень... Да.
Ну, да, в принципе, получается, ребята, перед нами человек, который прекрасно знает все стадии манипуляции, как это работает, как воздействует на психику в этих деструктивных культах, имеет профильное образование, и плюс еще у тебя есть еще и опыт, да, то есть оказание помощи таким людям. Ну, как говорится, тут все совпало. Ты наш человек, да. А теперь давай послушаем. Послушаем теперь профессиональную сторону. Значит, ну, может, у меня какие-то вопросы будут. Я надеюсь, ты мне какую-то консультацию дашь, если у меня вопросы по поводу Да. меня, моих каких-то, да. И надеюсь, это будет бесплатно. О, кстати, да, ну да, первая консультация у меня на 30 минут, она бесплатная. Когда мы узнаем, что подхожу ли я человеку, подходит, в общем, да. Ну, в принципе, логично, логично. То есть 30 Да. минут, ребята, вы можете связаться со Светланой, контакты я оставлю. Кстати, комментарии, вопросы пишите под видео, и мы потом может быть, выберем какие-то интересные вопросы или случаи, и мы еще раз со Светланой проработаем по комментариям. А сейчас мы подготовили тему, ну, она такая на слуху, скажем так, я ее часто слышал, даже будучи свидетелем, есть мемы в интернете, и об этом много говорят, это стадии. И вот об этих стадиях Светлана как раз сегодня нам расскажет, разложит, расскажет из своего опыта, такого опыта уже, когда она помогала, какие-то случаи. Светлана, давай для начала. Какие есть стадии, как они проходят у свидетелей и как не застрять в этих стадиях? Какие нюансы каждой стадии? И у меня, может быть, будут вопросы. Пожалуйста. Да, хорошо. Да, это, как ты уже упомянул, это стадия принятия горя, как, часто у людей на слуху. Как раз-то это отрицание, гнев, торг, депрессия и принятие. И как мы видим, что у бывших свидетелей есть самые разные реакции, и кто-то все еще находится в стадии гнева, они обоснованы как-то, но они все-таки обижены на свидетелей, они злятся и пытаются что-то изменить, а у другие люди находятся в депрессии. И вот если разобрать это по пунктам коротко, вот каждой из этих стадий, просто важно понимать, где бы человек ни находился, что это просто процесс. То есть он находится в процессе, у этого процесса есть начало и есть конец. Не так, что просто он в ужасе не понимает, что делать, куда идти дальше и так далее. Если знать это, понимать тогда как-то легче. Задача облегчается, согласен. Да, если есть такое осознание. Вот. И сначала, когда человек только узнает, что что это культ, я вообще не люблю слово секта, будем называть это для узнаваемости сектой, тогда у него есть вот эта вот стадия отрицания, что нет, этого не может быть. Ложь, это вранье, клевета. Да, есть вот это вот. И, наверное, люди помнили, что у меня тоже такое было, что как только какая-то информация поступает, ты такой, не-не-не, это не то, это все неправда, ты кладешь что на полочку, но когда что-то очень значимое происходит, или это в отношении там, с родственником, или что вот какая-то значимая ценность затронута, и тогда человек такой, о нет, а может быть это все-таки оно. И когда уже много таких подтверждений находится, и человек больше начинает копаться в этом, и больше идет осознание того, что да, это все-таки это секта, и тогда вот просыпается та самая злость у человека, что злость на организацию, злость на людей, которые, возможно, его туда привели, и злость на весь мир, особенно злость на Бога, если, или на какие-то небеса, как бы человек это ни называл на тот период времени. Что если он есть, почему он все это позволил и так далее. То есть это обоснованный гнев. Человек потерял много времени в своей жизни, и хорошо, когда человек это не подавляет, нужно просто прожить этот гнев. Но иногда человек застревает в нем на много лет. Но в частности, вот я даже здесь, где я живу, есть группа бывших свидетелей, и кто-то из них там 15-20 лет уже не свидетель, и они встретились вместе, чтобы отпраздновать то, что они уже не свидетели, и они сняли совместное видео, где они там разрывают журнал «Сторожевая башня»,
этим они показывают, что они освободились от этого. Ну, то есть это все равно, что, ну, с одной стороны, когда человек бежит за другим человеком, там, 2 километра, чтобы только сказать, насколько он ему безразличен. То есть ты тратишь свое время, энергию, ресурсы, время своей жизни, чтобы доказать кому-то, что тебе это уже безразлично. Энергию, эмоции, она же отрицательно наполняет еще. Да, и именно вместо того, чтобы жить для себя, просто радоваться жизни, человек это тратит на кого-то. Вот, и это значит, как раз он застрял на этой стадии на какое-то время и просто не позволяет себе как-то излить этот гнев, как-то выразить. Просто, да? У нас получается отрицание, следующая какая стадия? Гнев. Гнев. То есть, если подытожить, мы перешли уже к гневу, отрицание, и, в принципе, очень много ситуаций, истории у свидетелей показывают, что когда вот у кого-то дочь начали коммитетить, он задумался, у кого-то его лично там он попал под молотки несправедливости. Очень-очень много таких моментов, когда отрицание уже не работает, да, человек уже начинает задумываться. Да, абсолютно, да. Вот как я делала исследования тоже, и мне было важно понять, где эта грань, когда человек такой, не-не-не, я больше не могу это терпеть. И очень часто, да, это именно отношения с родственниками, что дороже. Там, мне сказали с сыном не общаться. Нет, я с сыном не могу больше не общаться, и все, и теперь я ухожу. Вот это ценнее. Для кого-то там свобода ценнее, ну и так далее. Вот эта грань, да, где отрицание уже... И иногда человек застревает на отрицании, но тогда, опять же, нужно все возможные доказательства узнавать. Ну, благо в сети, вот твой канал есть, другие каналы, есть полно доказательств того, что да, это все-таки секта, вот, чтобы перейти вот на следующую стадию. Гнев, хорошо, гнев, давай поговорим о гневе. Застревают все-таки люди, да? А гнев, он, природа его того, какова. То есть человек офигевает просто, да, от масштабов лицемерия, как его обманули, накружили, и он просто в этом состоянии. Как его пережить и где грань перехода на следующую стадию? Да, это хороший вопрос. Его тоже нужно просто позволить себе его чувствовать, и можно написать, если нет реальной возможности высказать человеку, который тебя просто не будет слушать. Вот. Если написать письмо человеку и просто выписать все, что ты вот о нем думаешь, как он там сильно испортил тебе жизнь, и полностью это излить. Часто что происходит, и вот тоже люди говорили, что это не получается сделать в письме, что вот человек пишет письмо. Иногда это очень хорошо работает, с некоторыми людьми. Иногда это не получается, потому что человек пишет письмо, но когда мы одни сами с собой, мы как бы не позволяем себе полностью это прочувствовать. Мы как бы немножечко начинаем выписывать, как бы, и все. И получается, мы зашли опять в свою эмоцию, опять нам плохо, мы испытали это, и все, и как бы и отложили. А если мы вот полностью себе позволим это испытать, и вот что как раз происходит и вот на терапии, на сессии, когда мы работаем с ненастоящим человеком, мы не приводим его на сессию, а с образом человека, есть такая вот также техника пустого стула. То есть мы сажаем вот того самого человека или что бы то ни было, к чему мы испытываем вот этот вот гнев, и мы позволяем себе с помощью как раз, опять же, терапевт только направляет, то есть он просто как медиатор между обидчиком или старейшиной, который вот самый такой был на правовом комитете, который как раз сказал то, что он сказал, и клиентам, и человек высказывает весь этот гнев с эмоциями, он может там избить какие-то предметы интерьера и так далее. То есть он вот полностью выражает эту эмоцию, и тогда его отпускает. Вот в последующее время, вот. И это также, да, работает с гневом, с любой другой эмоцией. Как часто, наверное, люди знали, что когда мы плачем, если мы не подавляем эти слезы, а просто помогаем, позволяем себе выплакать все, тогда наступает это состояние такой светлой грусти, просто что, фух, облегчение. я отпустила. Да, облегчение. А что происходит с гневом?
нам еще, ну, как и на постсоветском пространстве, нам говорили, ну, гневаться нехорошо, там нужно держать себя в руках, подавлять, это все. Ну, возможно, это женщинам говорили больше, чем мужчинам вот, про подавление гнева. Вот. И чем больше человек это подавляет, тем больше это копится. Нужно просто позволить себе в каких-то более конструктивных рамках это выразить. И тогда все, человек переходит на какую-то другую стадию. Вопрос. Чем опасно, когда человек, ну, скажем так, вот эту стадию, ну, пропускает и не дает вот, да, вот выплакаться, выплеснуться этому гневу, окунуться в этом гневе, и чем это опасно, и насколько долго, ну, в среднем, сколько вообще я понимаю, что сроков тут не скажешь, но хотя бы ориентировочно. И есть ли примеры, когда люди застревали, чем это плохо? Ну да, даже ориентировочно трудно сказать. Тут все зависит от человека, от обстоятельств. Я понимаю. Да. Ну, не знаю, лет 20. Ну, я встречала, да, человека, который, ну, лет 20, он все еще... Ну, то есть он уже этим не занимается, но как только мы заговариваем как бы, об этой теме, ну, как бы, да, он... И чем страшно, что это может переходить на другие сферы жизни. То есть не так незаметно, и да, он начнет... Это будет его как, ну, триггерить, и даже что-то незначительное, что происходит в его жизни, там, с семьей, с женой, и, ну, как только будет упоминание этой ситуации какой-то, он будет вот агрессировать, потому что, ну, это как... Ну да, какая-то рана, и до какой-то раны постоянно, вот, если дотрагиваться, то, конечно, это больно, и человек будет, ну да, и это ну, просто будет плохо отражаться на других сферах. И такой еще момент, что он, ну, человек в гневе, он такой, ну, как бы хочет защитить себя и показать, ну вот, я сильный, я сильнее этого. Но как человек может быть сильнее этого, если он как бы зависит от этого, зависит от этих чувств? То есть ему не то чтобы не все равно, но он постоянно об этом думает. Не свободный, получается, Да, он человек. не свободен. То есть он думает, что он свободен, но он от вот этих вот эмоций. Понятно, что полностью, конечно, мы не можем быть освобождены от всех негативных эмоций, но все-таки не так сильно. Ну, то есть, чтобы это не давало серьезных последствий, все-таки это нам под силу. И получается, вот такого человека, который ты описала, которого может триггерить даже через там, 10-15 лет, как раз эта проблема, что он не проработал, да, то есть не закрыл вот эту стадию, получается, да, скажем так, не довел ее до логического завершения, когда можно выплакаться, все закрыть и уже спокойно двигаться дальше. Да, абсолютно, да. И, наверное, могу здесь об этом упомянуть, что часто, как людям говорят, когда они вышли из организации, мне долго это говорили, и вот я никак не могла это понять, с этим смириться, ну, у меня был гнев тоже. И говорили, да, ой, забудь, все, ну, ты вышла из этой секты, и секта там, ты здесь, все, живи своей жизнью. Ну, ты упоминала об этом. И я так, как я могу жить? Это моя жизнь, они забрали мою жизнь. Как я могу вообще просто спокойно жить? Мне нужно что-то с этим делать. Вот это вот состояние. Не грусти. Мне грустно, ну не грусти. Ну вот, да, не парься. Но это даже как-то про обесценивание какой-то моей ценности. То есть моя ценность была затронута, мне нужно что-то с этим делать. Он говорит, ну, не грусти. Вот, и наоборот, ну да, не получается. Не, это может понять только тот человек, который это прожил. Поэтому... Да, абсолютно. Вот, и потому что, ну, они говорят, ну, даже говорят, ну, иногда там забудь и так далее. То есть, ну, а забыть это невозможно. И что происходит, когда мы как раз работаем с этим гневом, позволяем себе это прожить? То есть не то, что мы это забываем, это не то, что мы там, ну, говорим типа, ну, все в порядке. Но это мы просто отделяем вот эту вот эмоцию гнева от воспоминаний. У нас будет, ну да, ну, было такое, ну да. Но все еще не то, что там, ой, свидетели прекрасные люди, теперь я не гневаюсь на них. Ну, нет. Ну, как организация, как структура, я все еще думаю, что это очень, ну, вредная структура. То есть там есть прекраснейшие люди, которые запутались где-то. Ну вот, но главное, чтобы не было такой яркой эмоции, которая все разрушает на своем пути.
ломает. Получается, секта деструктировала, ты из нее вышел, но ты сам уже позволяешь деструктировать самого себя, да? Да, абсолютно. То есть вот ты вышел из организации, но организация не вышла из тебя. Да, да. И ты Да, вот да. позволяешь все еще ей влиять на тебя. Сам, своими руками. Ты все, можешь все создать, свою жизнь, но ты такой, нет, нет. Ну, если я правильно понял, просто нужно в этой ситуации острую фазу снять, не переходить на другую волну, где ты просто жить себе мешаешь. А то, что временами, там, то, что мы понимаем, что это вредно организации, иногда эти эмоции испытывать, это нормально. Главное, чтобы это не мешало жить свободно. Да, абсолютно. Когда человек выходит, у него остается вот эта вот недосказанность, и поэтому ему нужно вот четко вот прописать там, по пунктам или высказать прям по пунктам все, что вот ты там, не знаю, сломал мою жизнь здесь, здесь, здесь. Из-за того, что там я была там, в организации, я не смогла сделать вот это, там, не знаю, не пошла учиться, там, не вышла замуж за того человека, которого любила, ну и так далее. Просто по пунктам, в чем именно мою жизнь эта организация испортила, вот всю эту обиду, вот просто все с эмоцией выплеснуть, да, и тогда будет лучше. Следующая стадия. Это что у нас? Да, я тут немножко подсматриваю. Следующая стадия – это торг. Вот, и как раз, да, когда мы, уже вот, как бы злость прошла, но торг мы думаем, а что если? Вот, а что если я бы по-другому вышла из организации? А что если там, а что если вернуться? Вот. Разные случаи есть. И, допустим, вот особенно сейчас, когда в мире происходит то, что происходит, многие люди порой задумываются, а что если это особенности последних дней? Вот, а что если я смогу вернуться, и опять будет все прекрасно и так далее. И здесь вот еще такое чувство, как чувство вины возникает. Это очень частый запрос, опять же. А что если бы я по-другому вышла из организации? Что если бы часто люди винят себя в том, что они недостаточно много сказали людям, которые остались в организации? Что если бы я там, не знаю, больше Вот, это писем... мой случай. Это мой случай. Вот это у меня болячка, кстати, прям серьезная. Почему я и канал-то завел? Потому что мне закрыли доступ сказать, объясниться. Ребята, ну как? Да, Такая жесть творится, так обманывают. И мне все, меня исключили, везде там дали. И я вот с этим, да, вот это состояние торга у меня, да. абсолютно, да, да. А что если бы, да, по-другому сказал? У меня даже есть вот подруга, была подруга, хорошая такая подруга, мы очень многим делились. И как-то я перестала ходить на собрания, и давно еще я как-то написала ей в социальных сетях: ой, привет, как жизнь? Просто пообщаться о жизни. И первый вопрос у нее был: ты посещаешь ли ты встречи собрания? Вот я так, ну нет. Она такая, ну, знаешь, ты для меня плохое сообщество, пока. И все. То есть, не знаю, и у меня было такое долгое время, а что если бы я как-то по-другому ей это сказала, вот объяснила свою позицию как-то. Вот, и да, вот есть Так давай, есть такое. как выбраться, мне помощь нужна. Мне до сих пор иногда Хорошо. бывает это, вот, мне нужна помощь. Мгм, мгм. Ну и да, что же делать вот с чувством вины? Да, завести блог, как-то найти тот самый путь, как все-таки людям донести свою информацию, но и также понимать про ответственность. То есть у каждого своя ответственность. То есть мы не можем отвечать за другого человека, как бы мы не хотели отвечать, как бы мы не хотели достучаться, изменить его. Мы не можем изменить другого человека, и мы не отвечаем за его выбор и так далее. То есть это очень сложно принять, особенно людям, которые, помогающим людям, которые очень хотят помогать другим людям и чувствуют себя ответственными. Вот где моя ответственность, где ответственность другого человека? То есть что я могу сделать? То есть я максимально могу сделать. Я могу сделать вот этот блог, сделать его там очень там известным, успешным, чтобы до того человека, который не особо следит за социальными сетями, даже до него как-то это дошла информация, что вот я. Вот, и опять же, да, сделать все возможное со своей позиции,
если можно как-то до него достучаться, понять, что именно, что именно не высказано, вот за что именно я испытываю вину, и как-то ее загладить. Если ее можно загладить вот в реальном времени, если нет, тогда, также с тем же письмом или вот в такой ситуации пустого стула, также. И разные другие техники, которые мы используем на сессии, чтобы вот эту вот эмоцию, вину себя снять. Но это может быть, также различные источники этой вины. И часто люди еще, окей, они такие, ладно, я как бы у всех просил прощения, но я себя простить не могу. Вот это тоже очень-очень большая такая проблема, что вроде не перед кем просить прощения, а себя простить невозможно. Вот тут у меня проблем нету. Я всегда великодушно к себе относился. Я очень ценил этого человека, он для меня дорог, и я всегда его прощал. Я так его люблю, он много сделал для меня, и я его всегда прощаю. Это очень-очень хорошо, да. Потому что, это тот человек, который останется с тобой всегда, что бы ни случилось. Люди приходят, уходят. Вот в секте этого не было, в секте этому не учат. В секте учат, наоборот, гнобить себя, постоянно себе греховность тебе. Хоть и там есть жертва Христа, Бог больше нашего, но большинство это вот как раз ты никто, ты никчемный, ты вот постоянно с этим живешь, да? А потом, когда я вышел, я до секты был очень свободный человек, очень любил вот эту личность и всячески там уважал его и прощал, и когда вышел, мне в этом плане было легко. Да, абсолютно. Каждый там, не знаю, когда сейчас встречи собрания на неделе проводятся, да. Я уже забыла, как они даже называются. Что да, на объявлении говорят, ой, это вот больше пионеры, больше служители, там, смотрите, какие прекрасные пионеры здесь, и вы недостаточно часов вы проводите в служении, вы недостаточно хорошие. Вот это вот, ты не всегда недостаточный, ты как бы не дотягиваешь до этой планки, до которой никто не может дотянуться. И ты такой, да. Так инвалидов показывают, вон на бродкастинге, они же уже цинизм такой зашкаливают, что инвалида показывают, что он пионером служит. А у тебя 2 ноги и 2 руки, ты вообще должен прям с утра до вечера с участков не вылазить. Да. И вот очень хорошо мне понравилось как-то как раз в новом фильме про отступничество показано, что там как раз про то, что когда матери лишают дочь общения, и мать говорит дочери, что вот любовь Иеговы условна, ты должна ее заслужить, должна очень постараться, чтобы вот заслужить эту любовь. А в конце дочь, которая решает, что она больше не хочет общаться, быть свидетелем Иеговы и так далее, но она матери говорит, что я буду здесь, я знаю, что, то есть я тебя не виню, во-первых, за то, что если ты не хочешь со мной общаться, но я здесь всегда, если я тебе нужна, то есть что бы ни случилось. Но это вот разница принятия, когда я здесь, что бы ни случилось, и у свидетелей это когда надо заслужить любовь, ты недостаточно хороший. Разобрались со стадией торгов, поехали дальше. Следующая стадия какая у нас? Да, следующая стадия – это депрессия, и это часто очень такая затяжная стадия, чаще всего у людей. Это как раз когда они осознают, что да, это случилось, это секта. Торги позади, все уже он понял, не возвращаемся, никаких условий, все. Да, и когда вот человек реально осознает, что произошло, и вот тогда ему реально становится грустно, что и очень такая, неприятная стадия, это потеря смысла, потеря... Грустно, я бы даже сказал это мягко сказано, грустно. Да, это я так решила начать говорить об этой стадии, да. Я даже вспоминать не хочу, мне так тяжело вспоминать это состояние. Да, это тяжело. Как здесь быть? А как здесь быть? Я коротко хотела рассказать про это, немножечко все-таки окунемся в эту стадию, вспомним, через что мы прошли.
Да, это как раз потеря ориентиров, когда человек не знает, куда идти дальше, в чем смысл, поскольку это не только про отношения с людьми, это не только про, куда мне там, не знаю, пойти сегодня в магазин. Это про какие-то высшие силы, высшие законы, вообще, что делать дальше с жизнью, а будет ли Армагеддон и так далее. Вот. И когда человеку кажется, что, не знаю, высшие силы, если они существуют, опять же, меня предали и так далее. Вот. Ну да, то есть, я коротко хотела еще сказать, что да, у меня самой было несколько месяцев вот эта вот стадия, когда у меня тоже было непонятно, что делать, и я даже подхватила воспаление легких, это все связано с психосоматикой, я думаю, когда как раз, у меня было смысл жить, и вот все вот это, вот, мысли о суициде, когда человек все теряет, ему так, а зачем это все? И все вокруг, особенно все люди вокруг, и они такие, да не парься, да все в порядке. И ты такой, меня вообще никто здесь не понимает. И тогда я тоже, опять же, здесь же скажу коротко, что я тоже думаю, наверное, психолог вот мне поможет. И, с другой стороны, я очень боялась идти к психологу, потому что, камон, даже какие-то мои знакомые, очень образованные знакомые, они такие, ты была в секте, да? Значит, у тебя что-то не так с головой. Как бы, есть вот такие вот стереотипы. Да. Да, и у меня еще больше, то есть я себя виню за то, что я там потратила время, и за то, как я ушла и не сказала все, что хотела, я себя виню за это, не знаю, что делать со своей жизнью, думаю, что я какая-то странная, не вписываюсь в социум, и тут еще люди, вроде как авторитетные в этом мире, говорят мне, у тебя что-то не так с головой, девочка, мы же все это знаем. Обнажают твою и без того, что ты осознаешь ущербность. Да, и еще больше меня просто втаптывают в это. И я думаю, какой психолог? И опять же, я некоторые еще видеоролики психологов посмотрела, и они такие, да, это просто секта, там какие-то люди. В общем, мне было очень сильное недоверие к тому. И часто, наверное, ты тоже знаешь, даже психологи, русскоязычные психологи, они говорят, вообще, иногда, мягко говоря, неправду, даже о свидетелях. То есть у свидетелей там вот это, гипноз, там еще что-то, я так, нет. Оргии. Да, вот это вот, что там, не знаю, жертвоприношение или еще что-то. И я не доверяю этим людям. И вот эта вот потерянность, абсолютная потерянность, ты не знаешь, куда идти, и что вообще делать. Да, как выйти из этой стадии, это как раз позволить себе, опять же, прогревать это все. И что спасает, это как раз смысл. Это поиск смысла или создание смысла какого-то для себя. То есть это, как человек, просто говоря, в кризисе, и, конечно, что ему нужно сначала? Ему нужны какие-то опоры. Сначала это какие-то внешние опоры в друзьях, которым ты можешь более-менее рассказать, что с тобой происходило, и они не будут тебя осуждать, они будут просто рядом. Возможно, они, опять же, не поймут до конца тебя, не поймут, как ты чувствуешь изнутри, но они будут все-таки, я здесь, если что, ты всегда можешь поговорить об этом, и они не будут тебя куда-то направлять в какие-то стороны, ой, иди туда, нет, там, не знаю, я там, не знаю, буддист, иди в буддизм, попробуй, вот они не будут тебя так толкать. То есть ты сам можешь как-то туда или туда, совершенно в любую сторону пойти, чтобы не было такого давления. И также медленно понимать, что если особенно хорошо, если до культа был ты, какая реальная личность, если ты не был рожден в секте, у свидетелей, то есть у тебя было что-то, уже какая-то база застроена. И вспомнить, что частичка тебя, что-то всегда было в секте. То есть, наверное, ты тоже чувствовал, что есть я, а есть вот эта как говорят, культовая личность, она потом насаживается, да. И часто мы уже какие-то решения принимаем с культовой личностью, а организация сказала, нужно делать так, я буду послушным свидетелем, и так далее. И вспомнить, что есть это настоящее, которое мы все это 10-20 лет подавляли, а все-таки вернуться к этому. Даже если человек был рожден в культе, в секте, все равно к этому можно прийти, к настоящему, да?
Мне повезло с друзьями в каком плане? Я сейчас понимаю, что мы разные люди, и у них там тоже своих психологических проблем, ну, реально, да, там. Вот оба моих друга, которые мне когда-то помогли, они никогда не признают, что есть часть вины, ответственности в каких-то ситуациях. У них виноват Путин, у них виноват там Обама, все виноваты. То есть вот и от этого они очень сильно страдают, и какие-то спотыкаются какие-то элементарные вещи, то есть, ну, строят, страдают в отношениях с близкими, там, да, то есть мне с ними как-то не скажу, что приятно много времени проводить. То есть и мне с ними приятно встретиться там на праздниках или еще что-то. Но в момент выхода они мне в каком плане помогли? Что я 20 лет, до 25 лет, я с ними вообще с 15 лет, вот с детства, с двора. И в 90-х мы очень много пережили. То есть у нас такая близость на каких-то там прям на беде, да, то есть мы с ними не один пуд соли когда-то съели в 90-х, и через 20 лет я ограничивал с ними общение всегда. Раз в 5 лет созванивался, там, так, следил, там, у этого дочь родилась, этот там, то, все, как-то вот, ну, как правоверный свидетель, не сближался с ними никак. А тут раз я приезжаю, говорю, ребята, давайте там тусить, там, отвезите меня на рыбалку, туда-сюда, давайте там, у этого там неделю жил, у этого там это. Как раз в стадии депрессии это было. И у нас вот всегда в наших отношениях было заведено, если тебе плохо, расскажи. Не считаешь нужным рассказывать, не рассказывай. Просто вот сиди и будь с нами. Просто мы тебе рады, что ты пришел. Все. И я там, это для меня было спасение и терапия, потому что они утром приезжали ко мне, я у тети там останавливался на машине, цепляют меня, и мы погнали там на неделю куда-то, на рыбалку укатили, на охоту, там еще что-то. Я им не рассказывал, вот в подробностях, потому что я знал, что для них это вообще непонятно. Абсолютно они не поймут. Они также скажут, а ты не грусти. Но вот эта внешняя опора на тот момент, она была очень серьезная и мощная. Я им благодарен, что они меня вот в тот момент вот просто, ну, на руках поносили и помогли. Да, да, это очень, очень здорово, что есть такие люди, особенно с которыми можно вот открыто делиться какими-то вещами, которые тебя не осудят, он просто, ну окей. А по поводу суицида, у меня были дни, когда я ложился с желанием больше не проснуться. И когда просыпался, у меня было такое разочарование, что опять мне вот с этим действительностью что-то решать эту проблему надо, с сектой, с семьей, мне так хреново. Я там днями не ел, там просто ничего не лезло. Я не мог спуститься в магазин элементарно там поесть и сигарет купить. Я там сигареты начал курить. А сейчас, сейчас я ложусь с мыслью иногда, думаю, как я мог вообще думать, что там умереть? Да каждую минуту надо проживать. Я хочу завтра, чтобы поспать, проснуться, завтра у меня прекрасный день. Я просыпаюсь, я хочу прожить этот день. Ну, как бы я чувствую полное излечение вот в этом плане ментального здоровья. Да, да. И здорово, что вот есть такие люди, есть такие истории, которые могут сказать человеку, который сейчас как раз на стадии вот этой депрессии, горя, что, эй, ты почти дошел, там есть свет, ты справишься, просто, просто дай себе время, как-то не грузи себя слишком, то есть Ну, у после нас того, же с тобой сеанс, ну, как бы у нас с тобой получается сеанс, а на сеансе обычно человек, он же должен высказаться, рассказать, как говорится, да, там, излить, вот я и тебе и рассказываю. Может, что-то ребята полезного извлекут. Значит, стадия депрессии, да, я с тобой согласен, очень серьезная, сложная. Там, мы остановились на внешних опорах, да, внешние опоры. Да, то есть внешние опоры, что-то, что тебя может как-то внешне поддержать, и уже после Это этого... могут быть родственники, да, тоже? Это, ну вот, да, с родственниками, ну да, опять же, аккуратно, и быть осторожным с людьми, которые тебя просят доверять им. Вот есть такие люди, почему ты мне не доверяешь, и ты должен мне доверять. Ну, быть вот осторожными, то есть не чувствовать себя обязанным им прям все высказывать сразу. Ну, особенно после вот этой ситуации, ну, как ты и говоришь, вот честно рассказывать, что вот мне вот так с этим, то есть мне неприятно, когда ты на меня давишь, ну и так далее. Просто честно высказывать, что мы чувствуем. Они не думают, что я обязан, а как они хотят меня видеть и так далее.
вот честно этим делиться, и уже на этом потом строить, ну, какие-то даже такие маленькие шаги, начинать с малого, там, заниматься тем, что нравится, ну, там, не знаю, поехать на прогулки на какие-то. То есть, если человек реально вот в такой ужасной депрессии, то надо начинать с такого, с малого, просто заниматься тем, что нравится, там, или особенно, ну, как заботиться о ком-то. Это очень помогает, что ты знаешь, что ну, ты не один во Вселенной, есть кто-то, кому ты нужен. Там, или это семья, или, не знаю, какие-то животные, или еще что-то. Может, кому-то поддержать, и есть какой-то другой бывший свидетель, которому тоже так же плохо или еще хуже. И ты можешь как-то тоже что-то для него сделать. Ну, даже, ну, самое элементарное. И уже в конце дня ты такой, ой, я что-то сегодня сделал хорошее. Вот, и это будет как-то тоже как-то поддерживать в этом плане. И уже потом, когда человек как-то окрепнет, в этом, он может искать, продолжать искать, что ему делать в жизни, вот, ну, что именно персональное он может сделать в этой жизни. Ну, когда, опять же, да, завести блог или написать книгу, или вот что-то, ну, свое дело найти. Но это, иногда это долгий довольно процесс, но уже здорово, если человек все-таки останется в этом, ну, в этом процессе поиска себя настоящего. Потому что у меня также есть друг, или был друг, хороший друг. Мы с ним вот в одном собрании были, сколько мы были? Ну да, получается, лет 10, то есть он помнит меня с того, когда мне было 10 лет. Вот, и он мне написал, он кидал мне разные цитаты, разные вот отступнические материалы. И в конце, когда вот я ему рассказала свою позицию и так далее, он такой, да, все, но он не знал, куда идти, у него была вот эта стадия депрессии, что он не знал, что делать, и он такой, ну, Света, я все-таки решил вернуться в собрание, потому что, ну, там безопасно, там тепло, там я знаю, что делать. Ну, вот. Ну, то есть, и он как бы в этом счастлив, насколько он понимает это, ну, то есть, ну, насколько это персонально, насколько это настоящая жизнь, насколько он как бы должен каждый день носить маски и верить в то, во что он не верит, это другой вопрос. Ну вот, опять же, если человек все-таки остается на этом пути, он проживает это горе и находится что-то персональное, вот, это очень хорошо. Что мне помогло, да? Что ты скажешь про медикаментозное? Вот здесь вот у меня случай был, мне вот выписали, мне помогло как бы. Здесь как быть? Ну, если это квалифицированный врач, да, дает антидепрессанты, да, они тоже помогают. То есть можно проверить какой-то курс, можно временный курс или долгосрочный курс. Иногда люди также, особенно на этот период, это та же самая поддержка и опора. То есть на какой-то период определенный антидепрессант человек пьет, и потом человек становится лучше, и он постепенно с них сходит. Ну, тоже хороший вариант. Да, Еще один вопрос. Вот смотри, вот родственники, да, например, я вот ситуацию тебе рассказываю. С мамой у меня хорошие отношения в том плане, что она особо вот не вникает. То есть, ну, она человек, ну, болеет, да, она на транквилизаторах много лет, как бы она вот все, что она не говорила, я хорошо сношу. То есть, ну, я понимаю, да, она там поругает меня, что-то там поотчитывает, там как по-матерински, да, я так, да, мам, да, все там, и а вот тетя моя, она мне тоже там очень много хорошего в жизни сделала. Она как вторая мама мне. И вот когда я вернулся, она, конечно, меня рада была видеть. Она просто несказанно была рада видеть, что я от культа освободился, наконец-то с ними праздники праздную. Вот, она меня приняла так хорошо, я у нее там пожил, все. Ну, потом эта эйфория сошла, уже начался быт, и она меня начала воспитывать. Ну да, как ты говоришь, ну, с одной стороны, ее можно понять, что она, возможно, она беспокоится за тебя, за твое будущее, и не особо понимает, почему так вот произошло. И есть как два способа сказать, ну, множество способов, но все-таки человеку, что, как мы себя чувствуем, ну, или сказать, ой, перестань меня учить, перестань мне вот доказывать что-то, мне уже там 40-50 лет. Вот, а другое дело это сказать человеку, вот когда ты это говоришь, я себя вот так вот чувствую. То есть мне неприятно, мне некомфортно, вот это вот все. И посмотреть, как человек опять же отреагирует. То есть мы как бы не нападаем на него, не говорим, что ты плохой, это ты сам
сам все испортил и так далее. Мы говорим, как мы себя чувствуем. Если человек вот реально к нам хорошо относится и любит нас, он может как-то исправить свое отношение, ну или, по крайней мере, мы выскажем ему все, что мы хотим. И нам уже как-то станет легче, что мы не держим это все, опять же, в себе, мы это высказываем. Ну, очень так То есть ты конструктивно. советуешь мне сказать мягко и рассказать о своих чувствах, да? Что мне это Да, вот... да, ну, да, абсолютно. Ну, то есть ты как бы себя освободишь, что и другое, что у тебя, ну, не будет такого, а что если, а если она подумает, а если я скажу и так далее. То есть вот все, выложил свое видение. Другой момент это про границы. Вот это очень важная тема, ну, про выстраивание своих границ с людьми, что вот понимать, что со мной вот так со мной можно, вот так со мной, пожалуйста, не надо. Ну и вот так вот, и как-то мягко напоминать человеку как-то, что вот здесь я начинаюсь и так далее. И понимать, что, ну да, может, некоторых людей, или вообще людей мы не можем исправить, по сути, мы можем их только принять. И другой момент, ты упомянул, что про какие-то свои детские обиды, ну вот, и если бы там... Не, у меня нет к ней детских обид. Я имею в виду, знаешь, я, может быть, неправильно сказал, что я веду себя как ребенок. И что мне самое неприятное и ужасное, что мне не хочется вот как-то обиды на нее. Раньше я часто звонил, чуть ли не раз в неделю, по видеосвязи. Мы болтали с ней часами, она там спрашивала чего. Сейчас я не хочу, понимаешь, потому что вот у меня какой-то вот осадок, что называется. Мгм. Ну да, можно так прямо рассказать ей обо всем и посмотреть, как ей с этим. Может, она не догадывается об этом. Может, она думает, ну, наоборот, что тебе нужно вот это вот каждый раз постоянно напоминать о чем-то. Вот если бы ты рассказал, как ты себя с этим чувствуешь, может быть, она как-то, не знаю, или другие на слова нашла бы, или, по крайней мере, ну, она бы знала, ты бы знал, что она знает о том, как ты себя чувствуешь, и с этим бы у тебя уже было, ну ладно, ну она такой человек, ну, и находить какие-то другие способы реагирования на это. Или... Ну что, со стадии депрессии заканчиваем, переходим к следующей. Да, это стадия принятия, когда человек уже полностью принимает, ну, соглашается с тем, что, ну да, это была часть моей жизни, но теперь у меня есть другая жизнь. Вот как бы все новое, все прекрасно. Ну, что значит принятие? Это своего рода признание поражения, в хорошем смысле, поражение перед всем тем, что случилось, признание того, что мы не можем всего контролировать, но мы очень хотим все контролировать в этой жизни, ну, иногда, но признание, что нет, есть что-то, что сильнее нас, выше нас, и ну, когда мы знаем уже, куда двигаться дальше, у нас есть все эти вот воспоминания, как мы уже говорили, что да, там, 20 лет так просто не проходит. У нас есть какая-то, ну, не знаю, злость, негодование, ну, на это. Ну, то есть мы все-таки не считаем свидетелей хорошей организации, как организации, и они, да, но это не так сильно уже затрагивает нашу жизнь. Ну, есть какие-то неприятные моменты, ну, воспоминания какие-то, но они просто воспоминания. Нет такого, что, не знаю, к нам на улице подойдет свидетель, будет что-то предлагать, а мы начнем на него там матом ругаться за то, как они испортили нашу жизнь. Нет, мы такие, ну, окей, нет, спасибо, там, до свидания. Ну, то есть, ну, окей, вы есть, и я есть. Но у меня совершенно другая жизнь, у меня столько прекрасного в жизни, что мне просто не хочется тратить время на вас. Ну вот, это принятие. То есть, по сути, в идеале вот это заканчивается хэппи-эндом так, что ты все-таки становишься самодостаточным человеком с нормальной самооценкой, ты понимаешь, что мир абсолютно разный, пестрый, люди попадают в секты, завтра он может выйти, и те, кто вчера тебя, свидетели, хейтили и называли предателем, он завтра прозреет и придет к тебе, может извиниться, и ты его примешь таким, какой он есть. Ну да, может быть, все может быть. Может, он не придет, может, он там всю жизнь останется в этой организации, и ты никогда не сможешь больше с ним поговорить. И, ну, даже вот этот факт тоже, ну, как-то... Ну, грусть, конечно, ну, остается, но нету такого сильного уже переживания, что «ах, как же, мне нужно что-то делать». Но понимание того, что, опять же, мы не в ответе за другого человека, ну, и так далее. Понятно, что мы делаем, ну, продолжаем делать все возможное, что в наших силах каждый день и так далее. Ну да,
принятие. Ну и да, и свидетели Иеговы — это организация. Сколько бы там тысяч, миллионов не было в организации, это маленькая организация на всем огромном земном шаре. Есть столько прекрасного в этом мире, да. И здесь, конечно же, мы вообще не можем говорить о каких-то временных отрезках, наверное, да, все индивидуально, все зависит от каждого случая конкретного, да? Да, все зависит от конкретного случая. Ну и опять же, чем больше человек занимается с собой, ну или это какая-то личная терапия, или даже он сам исследует сам себя, как-то соприкасаться со своими эмоциями, ведет дневник, очень хороший способ отслеживать свои эмоции. Чем больше он этим занимается, тем быстрее это, конечно, пройдет. Если он это все там отталкивает, свои эмоции, если он рационализирует, я очень долго рационализировала, просто я пыталась все как-то объяснить, все что есть, и Что это рационализировать? Это как-то все мысленно объяснить, там, что со мной как-то происходит. То есть это не про прочувствовать, это про, ну да, это потому что, допустим, у меня было то, что там, тот же, не знаю, там, гнев, непринятие, и как-то появляются какие-то неприятные ощущения, допустим, даже да, злость. И вместо того, чтобы как-то проявить эту злость, как-то выразить эту злость, у меня было, я злюсь на свидетелей, потому что они вот такие вот вредные и нехорошие, но злиться нехорошо, поэтому мы просто пойдем дальше. То есть я пыталась самой себя убедить в том, что мне говорили другие люди, что ничего страшного не произошло. То есть и как-то постоянно подавлять вот эти вот эмоции, вместо того, чтобы просто излить их куда-то. И тогда, когда человек это изливает, он просто его отпускает, и он такой, не сразу, конечно, но все-таки. Да, просто чувствовать, быть настоящим. А в собрании что? Нам говорят, не говорят, но все-таки учат носить маски, что мы такие любим друг друга. Улыбаться. Да. Мир и любовь должны быть между вами. Вы должны всем показывать, что вы там мир и любовь излучаете. Мы такие, мы едем на конгресс, мы так счастливы. И так далее. Но нет, мы можем быть грустными, можем там плакать каждый день. И это нормально, это просто эмоции. Надо понять, что она приходит, она уходит. Если мы ее держим, она растет, и потом взрывается на соседей и друзей. Так, давай тезисно, Светлана, подытожим, как эффективное заключение, урок по школе теократического служения, как бы ты все это резюмировала, начиная опять, может, повторим, если тебе удобно, от начала все стадии, коротко, тезисно как-то подведем итоги. Да, важно понимать, что принятие ситуации, которая произошла, принятие горя или другого, это процесс. Это процесс, и есть определенные стадии, через которые необходимо пройти. И важно отслеживать, на какой стадии вы находитесь, и что там есть свет в конце туннеля. И 5 стадий – это отрицание, гнев, торг, депрессия и принятие. И в конце обязательно есть принятие, к которому все-таки можно прийти. И важно позволять себе чувствовать, позволять проявлять эти эмоции, которые возникают, никак не подавлять их, а осознавать, что происходит. Работа психолога, в том числе и твоя, наверное, есть ли такое, что ты человеку показываешь осознать, на какой он стадии находится, да, если побеседовав с ним? Да. Опять же, я направляю человека, и человек сам все делает. То есть даже иногда люди говорят, скажи, что мне делать, как мне жить. Я так, не, давай разберемся, что у тебя за проблемы, и ты сам как-нибудь, то есть я тебе только покажу, да. И ты можешь сопроводить, в принципе, человека на этих стадиях, да, получается? Да, абсолютно на проживании этих эмоций есть различные техники о том, как человек, и сам человек, когда будет практиковать их постепенно, он больше будет осознавать, что с ним происходит, почему с ним это происходит, и куда идти дальше. Ну что ж, мне было очень интересно. Спасибо, что помогла в моем личном вопросе.
Это вот меня оно гнетет от мои отношения с тетей. С друзьями я разобрался. У меня такая же ситуация была. Но друзья – это такая область, которая там вообще на третьем месте стоят. Это вот не те, кто вот ближний круг, да, сначала там супруг идет, потом родственники, а потом уже друзья. Друзья, с ними все понятно. Да. Встретился, там, порыбачили, отдохнули, разбежались там, через какое-то время. Вот родственники, да, спасибо, что помогла мне в этом вопросе. И у тебя получается 30 минут у тебя бесплатно, если к тебе обращается человек, ты как такой пробный вариант. И там дальше вы уже, я сейчас цены не буду называть, это вы уже сами решите, вы созвонитесь, контакты, узнаете, сколько это стоит, чего как, детали, и решите для себя, надо оно вам, ребята, или не нужно. И сегодняшняя наша беседа со Светланой вам, я думаю, приоткроет немножко, скажем так, расскажет о Светлане как о профессионале, и вы сами можете решить этот вопрос. Светлана, огромное тебе спасибо. Мы ждем комментарии, вопросы какие-то, которые вы будете писать, и мы опять в следующий раз сконнектимся со Светланой, попробуем на них ответить, и еще какие-то моменты разберем. Всем всего хорошего, друзья. Не пропадайте, пишите комментарии, задавайте вопросы. Мы вам всегда рады.